Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я достала из загашника всякие разные недоделанные штучки, которые когда-то для чего-то делала, и в результате они у меня остались невостребованными. Вот такие вот цветочки планировала делать. Ну и вот недавно я делала вот эту полосочку, да, новогоднюю. И я сегодня планирую делать мешочки для новогодних подарков. И буду их украшать вот этими своими запасами, можно сказать. Да? Надо как-то их использовать. И я думаю, что Новый год как раз для этого очень подходит. Я буду делать из атласа и мешковины мешок. Просто из мешковины он будет, стрёмный, некрасивый. А когда там будет еще дополнен атласом, то будет симпатично. Я на это надеюсь. Для начала я хочу соединить между собой вот эти вот заготовки. Я их просто собираюсь по краю прошить на оверлоке. Если нет оверлока, то можно просто на обычной машинке швейной. У всех современных есть оверлочная строчка. Если уж совсем нету даже оверлочной строчки, то можно хотя бы частым зигзагом обработать, и будет обработанный край. Я это делаю для того, чтобы потом не отвлекаться на то, чтобы обрабатывать как-то швы, прятать их. Я их прятать не буду, а так как они у меня будут обработанные. Так как у меня оверлок есть, то я, конечно же, им пользуюсь. Вот, обработала все, соединила между собой атлас и мешковину. Все выглядит очень хорошо и аккуратно. И я буду пришивать вот эту вот свою полосочку. Она на ткани рогожка сделана. Я думаю, сюда подойдет. Видите, я сделала такие края потрепанные, чтобы такие мохнатенькие они были. Прикрепляю булавочками на том месте, где я задумала ее разместить. И буду пришивать обычными нитками, типа ирис, но у меня вот эта нитка называется коко, просто обычным стежком, просто приметываю, и она будет отлично держаться. Просто обычными стежками. Можно заморочиться, конечно. Можно вообще не заморачиваться и на машинке пришить. Можно заморочиться и пришивать как-то красиво. Но я решила, что вот так вот нормально. Складываю заднюю и переднюю сторону лицом к лицу. И вот от края, от верхнего, откладываю 3 сантиметра, а потом 2 сантиметра. Видите, я отметила. И вот прошивать буду вот эти верхние 3, 2 не буду прошивать, а потом дальше опять буду прошивать. То же самое также с другой стороны. После того, как прошила, разглаживаю шов. Видите, вот эта дырочка не прошитая. Я сюда буду вставлять завязку для мешка, и поэтому оставляла вот это отверстие. Я хорошенько разглаживаю все швы, не только сверху, но и снизу, потому что снизу мне понадобится, я буду делать дно. Заглаживаю 3 сантиметра, которые у меня сверху по швам, с одной и с другой стороны. И потом, после того, как оно у меня будет заглажено, будет несложно завернуть эти 3 сантиметра по окружности, по всей уже. Видите, вот уже хорошо заворачивается. Я проглажу еще для надежности. И мне останется только прошить, так как у меня край уже обработан, чтобы он не был толстый, я по окружности прошиваю. Убрала вот этот приставной столик на машинке, чтобы удобнее было, потому что мешочек небольшой. Вообще очень удобно, когда есть какие-то недоделанные, какие-то детали, которые не использовались нигде у вас, или где-то использовались, но остались лишние. Очень удобно и по-быстрому можно сшить прям несколько мешочков таких за день. Поэтому доставайте все из своих закромов, смотрите, что можно использовать. В принципе, очень много, я думаю, у каждой рукодельницы есть. Там где-то они что-то пробы пера делали. Вот смотрите, дальше я после того, как верх сделала уже, уголки делаю, дно. Я это в своих видео не один раз уже показывала, но для тех, кто только начинает рукоделить, покажу еще раз. Я думаю, лишним не будет. Соединила между собой боковой и нижний шов, так, чтобы они совпадали. Откладываю, какой ширины мне надо дно. У меня здесь 6 сантиметров. То же самое делаю с другой стороной. Потом по нарисованной линии прострачиваю. Можно завернуть и прям пришить этот уголочек вручную и ничего не отрезать. Можно отрезать и обработать вот косой бейкой вот этот срез. Но так как у меня есть оверлок, то я это буду делать на оверлоке.
Вот у меня все нитки никакие не торчат, все уголки обработаны. Мешочек у меня готов. Осталось сюда только вставить какую-то завязку. У меня вот такой серебристый шнурок есть. Я как буду делать? Вставляю в отверстие с одной стороны, провожу полностью до следующего отверстия. И в следующем отверстии, даже не вынимая булавку, прохожу дальше и вывожу свою булавку со шнуром прямо вот к тому же месту, откуда я зашла. И у меня получается вот два конца шнурка торчат. Обрезаю по той длине, как мне нужно. Завязываю между собой эти два шнурочка, чтобы они у меня были связаны, закольцованы, так сказать. Можно там бусину какую-то, можно продернуть и потом вовнутрь. А дальше делаю в соседнее отверстие, противоположное, точно так же провожу через всю окружность и вывожу туда же, откуда начинала. И точно так же завязываю, как и предыдущий шнурочек предыдущий. Все, у меня завязки готовы. Можно задернуть их, узелки эти, вовнутрь. Можно бусины какие-то приделать. Ну вот смотрите, у меня вот такие получились мешочки. По-моему, очень симпатичные. По-моему, очень приятно получить подарочек новогодний именно в таком мешочке. Здесь я буду крестнице дарить, там украшение, небольшой мешочек. Можно что угодно положить, свечку, пакетик чая, там коробочку маленькую конфеток. Но это уже будет такой прям вот подарок. И этот мешочек точно будут хранить. Здесь вот я просто ленточку пришила крестиками и завязывала, чтобы вот эту лохматость сверху оставить хотела. Вот такой же мешочек, как и я вам показывала, вот с этими цветочками. Я из них сделала новогодние шары елочные. Украсила стразами, какие-то пайетками с бисером, вот елочку и вышивкой. Девочки, делается быстро, особенно если есть какие-то заготовки. Простор совершенный для творчества. Естественно, лучше, конечно, в новогоднем ключе делать, в новогоднем стиле. Здесь у меня тоже атласная, голубая. Видите, как меняется цвет мешковины? И ленточку я тут атласную в качестве завязки сделала. Обратите внимание, как цвет мешковины меняется в зависимости от того, какая снизу ткань. Вот здесь не атлас у меня, где елочка, там просто обычная синяя ткань. Очень красиво, мне нравится. Мне бы было приятно в таком мешочке получить подарок новогодний. Здесь вот у меня атлас с золотой какой-то вставочкой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Я всегда с удовольствием на них отвечаю, когда их вижу. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь, я буду очень рада. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.